Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кого вам ждать в свою жизнь? Какая женщина спешит к вам? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот, знаете, уже сигнификацию можно практически не делать, потому что меня, в принципе, одна и та же категория мужчин смотрит, да, сигнификация довольно часто повторяется. Вот опять же у нас выпало, да, вот вы кубковый король, вы человек, который очень такой душевный, очень добрый, очень сердечный, хотя с виду вы можете быть совершенно другим, я имею в виду вот внутренне, вы такой добряк. Даже если внешность у вас там грозная, может быть, вы такой серьезный с виду, да, в душе, вот кто вас знает хорошо, вы настолько добродушный, вы человек очень открытый, вы живете сердцем, да, вот чувствами, вы выбираете женщин чувствами, вы семейно ориентированный, для вас семья – это приоритет, семья – это превыше всего. Если для кого-то друзья может быть в приоритете, то для вас семья. Вы такой человек-добытчик, вы готовы, ну, в лепешку расшибиться, только чтобы вот ваша семья была по возможности обеспечена. По крайней мере, вы так всегда старались по жизни, да? Сейчас вот я не вижу у вас рядом женщины, потому что у вас вот, да, проигрывается предательство. Я просто рассказываю в общих чертах, вот какой вы человек, да? Сейчас у вас в душе скорее вот зима и гололед. Вот я не вижу женщины, которая могла бы разжечь огонь любви в вашей душе. Я имею в виду вот новый огонь, да, потому что старый погас, старый огонь любви, он погас до такой степени, что может даже проигрываться такая ситуация, когда в душе, ну знаете, вот вообще как будто все умерло. Вот может быть кто-то из вас, я думаю, многие испытывали, напишите в комментариях, такое чувство, ну как будто вообще полный штиль вот в душе, в сердце, да, вот ты общаешься с людьми, да, ты вроде бы делаешь все то же, но как будто у тебя все чувства, все эмоции умерли. Вот такое бывает состояние. Напишите, у вас было такое или нет. Именно оно у вас появилось после разрыва с вашей женщиной, да? Именно это чувство у вас было. Может быть, у некоторых и сейчас еще проигрывается вот такое вот выжженное поле в душе просто, когда вообще ни одной эмоции, ничего не радует, ничего не хочется. То есть у кого-то был такой период, у некоторых, да, у кого вот свежий разрыв, недавнешний, кто-то сейчас его проживает. То, что остался осадок, это 100%. Есть некоторая обозленность даже на женщин. Ну, знаете, вот вы подходите к женщинам теперь с некоторой такой опаской. Вроде бы и хочется новой жизни, хочется новых отношений, но есть опасения, да? Вы такой человек, который, знаете, вот вы деньги, в принципе, умеете зарабатывать. И неплохие деньги. Если поднатужиться, да, вы не прочь и подработать, и заработать. Вы за семерых будете работать, только бы вот обеспечивать, да, вот семью, любимую женщину. Ну, такой вот вы по натуре. Но теперь вы 100 раз подумаете, а стоит ли так баловать женщину, как вы это делали раньше? Вот такой еще пунктик может проигрываться. Вот это опасение перед новыми отношениями, да? Вот вы себя так настроили, что если появится другая женщина, то вы будете очень осторожно, да, вот как-то с ней сходиться. Вы будете очень осторожно так действовать, вы будете присматриваться. Вы не будете ее уже задаривать подарками и сразу же вкладываться, потому что вы научены горьким опытом. Есть такой момент, напишите в комментариях, если я права. Итак, давайте-ка смотреть теперь. Кого вам ждать в свою жизнь, да, какая женщина придет. Так, смотрим, что же дальше будет у вас в личной жизни. Ох ты, страсти-мордасти какие. Да вы шалун, однако. Так,
Смотрите, вы очень страстный человек. Вы уже, я бы сказала, даже истосковались по любви, по интиму, да, вам безумно этого не хватает. Те, у кого какие-то такие романы, да, вот некоторые из вас, кто заводит романы, я это знаю по вашим комментариям, я уже ваши многие любовные истории знаю, уже проживаю как сериалы, вот ваши вот все вот эти истории. Смотрите, даже те, кто сейчас иногда вот прыгает налево, так скажем, для здоровья назовем, вам уже это тоже поднадоело. Вот хочется какой-то стабильности. Вам не надо для здоровья. Это вы так иногда, да, чтобы отвлечься как-то там. Хочется все равно стабильности. Но в вашу жизнь все равно придет женщина, которая сначала вот вы будете ее воспринимать, знаете, как-то двояко. Вроде бы она и понравится вам. Вот будет какая-то энергия сексуальности, что ли, от нее исходить. Вот именно вот эти флюиды, о которых все знают, манящие такие флюиды от женщины. Хотя она довольно непростая, эта женщина, брюнетка, снова к нам пришла на расклад. Она моложе вас будет. Она довольно неплохо выглядит, но она очень такая уверенная в себе. Она очень страстная натура, она довольно справедливая женщина. Она очень любит, когда вот все по полочкам, все правильно. Она любит порядок во всем. Это хорошее качество, пусть оно вас не пугает. Такие люди обычно верные, но в то же время, когда надо, она может показать зубки. Она будет за свое бороться до последнего. Боже, что-то я охрипла уже. Вот. Поэтому, смотрите, пусть вас это не пугает, да, она может быть немного такая холодноватая, но в то же время, вот как человек, она очень порядочная, да, она не будет сюсюкаться, она не будет там стелиться, да, как вот некоторые мужчины любят, что она должна там чуть ли не тапочки в зубах приносить. Нет, эта женщина, она больше нацелена, знаете, на поступки. На самом деле это здорово, когда такой человек, который своими поступками, своими делами она доказывает и ту же свою любовь, да, и ту же свою какую-то там помощь, да, вот поддержку. Она не будет просто так вот бросать слова на ветер и так далее. То есть с этой женщиной у вас начнется сначала такой бурный роман, я бы его назвала. Хотя это будет не роман, это будут уже сразу отношения. Но вы поначалу ее как-то не очень будете серьезно почему-то воспринимать. Потому что еще, ну, скорее всего, это будет проигрываться, что, ну, как-то грустно, одиноко вам будет. Хотя она вот как женщина, она понравится, да. Но еще видно вот осадок от прежнего разрыва, вот недоверие к женщинам. Как-то вот еще будут вами руководить. Так, как будут развиваться ваши отношения? У вас семейная карта падает. Поэтому смотрите. Сначала, да, сначала вы будете очень с опаской. Сначала это будут отношения, да, они полны страстей будут, но вы будете присматриваться, вы будете, знаете, то появляться, то отдаляться. Ну, то есть, да, интим будет очень хороший, интим будет активный, страстный, да, но не более. Опять же говорю, это будет в начале. Потом же, когда вы вот ближе разнакомитесь с этой женщиной, да, ну здесь брак однозначный, вот у вас даже падает, вы разнакомитесь ближе, и будут ситуации, которые заставят вас взглянуть на нее другими глазами. Вот будет какая-то ситуация в вашей жизни, что она вам поможет. Чем поможет? Это будет у всех по-разному проигрываться. Кому-то, может быть, даже финансово поможет, кому-то связями своими, кому-то, может быть, советом, какой-то помощью, да, ну, то есть миллион разных моментов может быть, потому что это общий расклад. Ну, вот именно после этого, когда она вот как-то свою именно поддержку, помощь вам даст, да, вот вы взглянете абсолютно по-другому на нее. Взглянете, вот у вас откроется как будто второе дыхание в том плане, что вы начнете ей больше доверять, вы будете больше открыт с ней,
И это отношение выведет совершенно на другой уровень. Если поначалу вы будете встречаться вот когда, ну, как хорошие любовники, да, время от времени, может быть, то потом это уже перейдет в серьезные отношения. Так, потом уже абсолютнейшее вы поменяете, она станет вашей новой императрицей, вы ее оцените как женщину, и ее поступки, и ее характер, и ее помощь. И здесь вы реально уже задумаетесь о совместной жизни с ней. Кто-то о гражданском браке задумается, кто-то про официальный брак задумается. Но вот с этой женщиной может быть абсолютно такая, знаете, сытая такая жизнь, но я по-другому никак не могу назвать. В том плане, что и вы довольно неплохо зарабатываете, и она зарабатывает. И у вас будет дом полная чаша во всех отношениях. Вы не будете считать копейки, вот как-то вы будете вместе, что ли, вести свой быт, вы будете как-то, вот знаете, рационально так использовать ваши доходы, не так, что вот, знаете, как бывает в некоторых семьях, что вот живем чисто на деньги мужчины, а женщина там на салоны красоты тратит. Нет, здесь как-то вы будете обоюдно вкладываться, да, вот. Понятно, что мужчина больше добытчик, там, может быть, больше спонсирует, финансирует, но именно и она будет вкладываться, и ничего плохого она в этом не будет видеть. То есть такое равенство своего рода. Плюс еще, смотрите, да, вот кардинальные перемены с этой женщиной в вашу жизнь наступают. Причем вот перемены, знаете, такие, что вы сейчас, наверное, даже и не думаете об этом. Поскольку у кого-то еще депресняк после развода, разрыва не прошел, у кого-то уже так ручки опустились, да, не очень верится. Я это даже по вашим комментариям, по некоторым вижу, слышу. Вот. Но здесь вот настолько кардинально поменяется ситуация в вашей жизни, что в каком-то смысле, да, ну вот реально вы сейчас даже не думаете о таком. Я знаю, что некоторые из вас даже пишут, да жениться еще раз, да боже упаси. То есть здесь вообще не рассматривается даже такая ситуация. Какое жениться, да? Но когда вы с этой женщиной вот сойдетесь, да, ваши желания изменятся. Причем изменятся до такой степени, что вы даже будете в каком-то смысле вот переживать, чтобы она, не дай бог, ни на что не обиделась, да, вот как-то вы будете очень тонко к ней подходить, вы будете переживать, чтобы она всегда была довольна, да, вот как-то вам будет самому хотеться ее радовать, ее баловать в каком-то смысле, да, вот вам будет хотеться побольше проводить времени вместе, вы будете очень бояться ее потерять, потому что она откроется вот именно с другой стороны, с такой позитивной стороны. И она на самом деле окажется абсолютно не такой холодной, какой она может показаться в начале. Вот многие люди, они когда сходятся, да, вот когда знакомятся, мы ведь сразу не открываемся. Мы все одеваем своего рода маску. Мы стараемся где-то лучше быть, да, ну так, если по-честному, но это все люди так делают. Мы стараемся промолчать там, где мы в обычной жизни можем вспылить, допустим, да. То поначалу мы все такие белые пушистые. Ну, большинство, да, про всех не будем говорить. То эта женщина, вот пусть она вас абсолютно не пугает, да, вот она поначалу, может быть, даже покажет свой характер, вот такой, какая она есть, свою такую сдержанность в чем-то, да. Но на самом деле вот она будет такая совершенно другая. Но это вы увидите уже чуть попозже, когда разнакомитесь и когда вы уже влюбитесь в нее. Поэтому, ребята, вот такая женщина придет в вашу жизнь, которая сначала привнесет радость в вашу интимную жизнь, разнообразие, да, у вас будет потрясающий интим с ней, который потом постепенно перейдет и в отношения. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!